Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание 12 июня. Поговорим, что это за такой день интересный, что это за змеиный праздник, что в этот день можно делать, что нельзя в этот день делать, а также поговорим о том, почему нельзя в этот день подбирать деньги для того, чтобы не привлечь в свою жизнь чужие проблемы и неприятности. Итак, друзья, по народному календарю 12 июня называется Исааки Змеевик, или по-другому еще называют Змеиный праздник. А вот православная церковь в этот день почитает преподобного Исаакия, который жил именно в IV веке. Вы знаете, когда к власти пришел Флавий Валент, столицу Византии охватила ересь арианства. Варвары-готы пошли на нее войной и приблизились к Константинополю. Тогда Исааки предупредил императора, что спасти Константинополь он сможет, если Флавий прекратит гонения на истинную веру и верующих. Иначе Валента убьют. Флавий в ответ заключил подвижников в темницу, и пророчество Исаакия исполнилось. Готы убили императора. Считалось, что 12 июня – это день змеиных свадеб, что на Исаакия змеи выползают из своих щер и нор, где прятались с осени, и что правит всей этой змеиной свадьбой семиглавый змей. Наверное, поэтому 12 июня старались наши предки в лес не ходить, дабы не быть укушенным змеей. В народе по этому поводу говорили: на змеевика не ходи в травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судьбу. Зато день Исаакия по народному календарю считался лучшим для посадки бобов, которые предварительно замачивали в озимой воде, получаемой из последнего мартовского снега, и эту водичку старались хранить вплоть до 12 июня. По приметам, если в этот день сова кричит, то знайте к похолоданию. Утром трава сухая, к вечеру, значит, пойдет дождь, а обильное цветение шиповника предвещает суровую зиму. Поздно, если вечером затрещал кузнечик, то, знаете, это к погожему дню, а чистый, золотистый или бледно-розовый закат предвещает хорошую погоду. Сны считаются вещими, и исполнения ждать придется недолго, всего лишь 1 неделю. Но главная народная примета, напоминающая нам, что нельзя делать 12 июня, в день Исаакия Змеевика, связана именно со змеями. Как вы уже поняли, в этот день лучше не ходить в лес. Ну, а коли у вас есть такая крайняя необходимость, и вы живете в том регионе, где рядом лес, то нужно предпринять все меры предосторожности. Народные поверья предлагают перед выходом в лес прикрепить к своему крестику Марьин корень. Или же положить в ботинки цветы Вероники, тогда змеи точно вас не тронут. При этом, друзья, убивать змей нельзя, иначе их сородичи могут отомстить, покусают и убийцу, и его близких. Также категорически нельзя в день Исаакия Змеевика обманывать и изворачиваться. Нельзя также сегодня и покупать посуду, она очень скоро треснет, притянув только денежные неприятности, которые, в свою очередь, разобьют жизнь на мелкие кусочки. Если вам без новой посуды ну никак, после покупки положите туда монетку, и она поможет вам нейтрализовать эту народную примету. Кроме того, 12 июня не советую дарить любимым девушкам и женщинам шкатулки. Запрещено поднимать и найденные деньги, так как они могут привлечь несчастье и болезни в вашу жизнь. Если же вы все-таки деньги подняли, то их нужно отдать нуждающимся или же потратить на благое дело. Смело поднимать с земли и приносить домой можно только найденную змеиную шкурку.
Нет ничего странного в том, что по поверью люди, которые родились 12 июня, наделены способностью излечивать от змеиных укусов. И, друзья, так как сегодня змеиный праздник и день змеи, да, то в этот день мы с вами можем провести практику на материальное благополучие. Что для этого нужно взять? Именно в этот день взять нужно змеиную шкурку и положить ее в кошелек с деньгами. И затем трижды прочитать следующие слова. «Змее деньги не нужны, а мне с ними не знать нужды». Гаду бедность отдаю, себе богатство беру. Да будет так. Друзья, эти слова нужно сказать 3 раза. Далее деньги, которые у вас есть в кошельке, пересчитать, а после кожу змеи вынуть из кошелька и сжечь словами благодарности. Друзья, вот такие у нас с вами народные приметы, а также ритуалы на материальное благополучие в этот день. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, мы с вами услышимся в следующем видео.